Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами обратим внимание на определенные народные приметы и поговорим о том, как с помощью народных примет, соблюдая их, вы сможете привлечь и удачу, и богатство, и изобилие, и достаток. Помните о том, что народные приметы – это советы, рекомендации наших предков, которые передавались из поколения в поколение. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Вы будете узнать для себя много полезной, важной, нужной и интересной информации. Всем приятного просмотра! Народные приметы известны людям с давних времен, и благодаря народным приметам вы можете обрести и счастье, и удачу, благополучие, финансовую стабильность, а также приумножить и сберечь свой достаток. Главное здесь знать, что выполнять и когда, для того, чтобы с помощью этого обойти неприятные моменты и сюжеты в своей жизни и избежать воздействия негативных энергий. Делая и соблюдая все правила, вы сможете окружить себя положительными энергиями и действительно вы сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону. И в этом видео мы уделим внимание тем народным приметам, которые помогут привлечь удачу и богатство. Поэтому никогда не показывайте никому, кроме семьи и то самых близких людей, свои деньги. Потому что, сделав это, вы можете просто лишиться денег. Потому что человек, позавидовав вам, отберет сначала у вас на энергетическом уровне денежную энергию. А далее уже на физическом уровне это приведет вас к потере того, что вы имеете. Также, если у человека на данном этапе проблемы с деньгами, то он от души пожелает, чтобы у него были эти деньги, даже не хотя, возможно, может навредить вам. Это также отберет у вас денежную энергию, в результате чего у вас начинаются определенные денежные проблемы. А у того человека, который вам позавидовал или, возможно, что-то сказал, узнал о вас, наоборот, все начнет потихоньку, не спеша налаживаться. Поэтому не рискуйте, имея деньги, обращайте обязательно и с ними с уважением, и так вы не навредите себе. А чтобы деньги водились в доме, обязательно на растущую луну показывайте 3 купюры самого большого номинала и говорите следующие слова. Луна, купюры эти приумножить помоги, энергию денег ко мне притяни, силой своей купюры надели. Я их в разных местах разложу и финансовое состояние улучшу. Далее хлопните 3 раза ними о подоконник, и вы увидите, как быстро у вас начнут появляться деньги. Никогда не тратьте все деньги из своего кошелька, так как это приведет к сильным финансовым проблемам. В кошельке всегда должна оставаться одна купюра на размножение, которую нельзя тратить ни при каких условиях. Очень часто вы, наверное, замечали, что вы пошли на рынок, в магазин, купили все, и прямо вот есть желание потратить все деньги до копейки. Избавьтесь от этой плохой и опасной привычки. Научите себя, что у вас всегда в кошельке должны оставаться деньги. Вы знаете, что веник – это оберег вашего дома, и с ним очень связано много обрядов, ритуалов, практик, правил, народных примет, а также поверья. Поэтому к венику нужно относиться со всей серьезностью. Нельзя ни в коем случае, чтобы в вашем доме было 2 веника. Один должен приходить на смену другому.
Так вы не испортите энергетику дома и не привлечете в него негативную энергетику, которая принесет вам разного рода неприятности, которые будут длиться на протяжении долгого времени. А чтобы этого не произошло, всегда убирайте в доме одним веником и начинайте всегда уборку от порога. Если вы живете в частном доме, то у вас, соответственно, должно быть два веника. Один для дома и для кухни, то есть в помещении, в доме, а второй веник у вас должен быть на улице. Если вы живете в квартире, то вы должны понимать, что один веник у вас для квартиры, второй веник у вас для балкона, а если вы убираете еще и лестничную площадку и лестницу, то у вас должен быть третий веник, который, кстати, вы ни в коем случае не должны заносить в свою квартиру, потому что таким образом вы не знаете, когда вы подметаете, какими энергиями в этот момент вы работаете. А, соответственно, занося такой веник в квартиру, вы можете привлечь определенные финансовые проблемы в свою жизнь. Также после захода солнца никогда не убирайте в доме и не выносите мусор, потому что это приведет вас к убыткам. А чтобы деньги приходили в ваш дом, обязательно убирайте по правилам. А мусор лучше выносите в первой половине дня. Так вы не только не навредите себе, но и сможете приумножить свои финансы. Далее обеденный стол. Обеденный стол – это достаточно сакральное место в любом доме или квартире, поэтому с ним нужно обращаться осторожно, так как если вы не будете соблюдать правила, вы разрушите особую энергетику своего жилья. Также никогда не вытирайте обеденный стол рукой или бумагой, потому что это привлечет вас к потере денег, а в дальнейшем и к безденежью. А чтобы наоборот привлечь в свой дом энергию денег, нужно стол застелить красивой скатертью, а под нее положить обязательно заговоренную денежную купюру. Так энергия денег потечет в ваш дом и с каждым днем будет приумножаться. Также никогда не одалживайте хлеб, так как это приведет вас к нищете. Если хотите поделиться хлебом, лучше купите для этого отдельный хлеб или дайте денег на хлеб. Так вы не отдадите свою денежную энергию никому. Также не режьте хлеб, когда зайдет солнце, потому что таким образом вы разрезаете светлую энергетику своего дома, а это приводит вас к конфликтам в семье, частым ссорам. После захода солнца всегда ломайте хлеб. Это поможет вам сохранить светлую энергетику в вашем доме. Чтобы в гостях не подобрать чужую энергетику, а с ней и неудачи и проблемы хозяев, нужно всегда звонить в дверь левой рукой, а через порог переступать правой ногой. Так вы обезопасите себя и не подхватите чужую энергетику. А чтобы в гостях не подхватить чужие финансовые проблемы, ставьте свою обувь носками к двери. Когда вы будете выходить из дома, носком обуви на левой ноге дотроньтесь левого угла порога. Так, невзначай, и скажите следующие слова. «Чужая энергия в этом углу и останься, а моя со мной возвращайся». Это поможет вам сохранить ваши финансы. Никогда в жизни не передавайте соль из рук в руки, потому что соль способна впитывать чужие энергии, и передавая ее, вы можете отдать свою хорошую энергетику, взамен подобрав чужую плохую, чем привлечь к себе неудачи в разных сферах своей жизни и этим создать себе различные проблемы. Возможно, тот, кто просит у вас соль, знает об этой способности соли и этим хочет отобрать у вас определенную энергию. Если вас попросили передать соль, просто подвиньте ее левой рукой ближе к человеку, но ни в коем случае не поднимайте руками со стола. А вот рассыпав соль, вы привлечете в дом семейные проблемы, а также выяснение отношений, скандалы. Если такое произошло, быстренько соберите ее на белый лист бумаги и высыпьте в окно, проговаривая при этом следующие слова. Негатив собрала и из дома сразу его убрала. Как соль летит,
так весь негатив за ней улетит. Главное, очень важно, проделывать это быстро, и у вас точно тогда все будет хорошо в вашей жизни. Вы видите, это простые советы, простые рекомендации, которые передавались из поколения в поколение. Но именно эти простые народные приметы помогут вам обезопасить себя, обезопасить вашу семью, ваш дом и привлечь нужные вам положительные потоки энергии. И не дадут разрушить то, что у вас уже есть в жизни. Будьте внимательны во всех ваших поступках, во всех ваших действиях. Думайте о том, что вы говорите. Помните о том, что закон бумеранга никто не отменял. И все в самый неподходящий момент может вернуться в вашу жизнь. А вам это точно не нужно, потому что вы хотите жить, радоваться жизни, созидать и жить в удовольствие. И если вы в чем-то не уверены, по разным причинам, не спешите. Подумайте 10 раз, и тогда только делайте. Благо сейчас есть интернет, благо сейчас есть всевозможные социальные сети, где вы можете спросить, узнать. Конечно, каждый поделится своим каким-то опытом, знанием, но прочитав одно, второе, третье, пятое, десятое, вы сами поймете для себя, как же вы можете изменить свою жизнь. Поэтому, друзья, мы надеемся, что эти советы и простые, казалось бы, рекомендации помогут вам в жизни. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Всем приятного просмотра и услышимся уже в следующем видео.